Итак, какие овощи вам нужно есть каждый день, чтобы сделать свои зубы более крепкими? Смотри это видео до конца и делай правильные выводы. Наш список рейтинга овощей открывает 10 место, и это почти всеми любимый картофель. Мы любим его в виде картошки фри, в жареном и вареном виде, в виде картофельного пюре и огромном количестве других блюд. К великому сожалению, наша любимица картошка богата лишь небольшим количеством полезных веществ, минимальным количеством витаминов, минералов, микроэлементов и клетчатки. Поэтому мы ставим его всего лишь только на 10 место. А 9 место достается кукурузе. Самым полезным видом кукурузы является кукуруза в початках. Кукуруза на фоне остальных овощей и остальных бобовых менее ценна по аминокислотному составу и по микроэлементам. А вот на 8 месте у нас стоят сразу 3 овоща, которые относятся к группе посленовых, и это томат, баклажан и перец. В них содержатся витаминные элементы в большем количестве, чем у предыдущих овощей. На 7 месте у нас огурец. Это источник воды и клетчатки, что само по себе неплохо, а соленые ферментированные огурчики очень вкусны и полезны. На 6 месте находится горох. Бобовый в целом это источник растительного белка, микроэлементов, витамина К, калия и цинка. Поэтому тут основная задача в максимальном разнообразии, поэтому включим сюда абсолютно все бобовые. На 5 место мы поставили кабачок и редис в целом. Это полезные овощи, которые вы можете есть практически на ежедневной основе. Эти овощи являются действительно ценным источником клетчатки, микроэлементов, таких как калий, и их можно добавлять в свой ежедневный рацион. Редис является натуральной горечью, поэтому в принципе его можно использовать как средство для улучшения оттока желчи. На 4 месте у нас целая группа продуктов – имбирь, спаржа и артишок. По сути, это отличные противовирусные и антибактериальные овощи. При этом они являются также натуральными горечами. Все эти 3 овоща стимулируют желчеток, используются для нормализации желчетока, для восстановления стула, для детоксикации печени. Поэтому и в виде овощей, и в виде специй все эти овощи могут быть использованы. На 3 месте находятся шпинат и сельдерей. Это действительно одни из самых полезных овощей. По своему микроэлементному составу они являются максимально полезными. Например, в 100 граммах шпината содержится суточная норма витамина К и витамина А. Плюс и сельдерей, и шпинат являются натуральными горечами, и они содержат огромное количество антиоксидантов, а значит обладают противоопухолевым эффектом. На 2 месте это наши традиционные, хорошо известные овощи – лук, чеснок, репа, редька. По сути, каждый из них можно описывать отдельно. Например, чеснок самым благоприятным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе, снижает уровень окисления, очищает сосуды. Но в целом, все, что объединяет эту группу овощей, так это то, что они являются натуральными, антибактериальными, противовирусными средствами. И каждый из них действительно содержит большое количество биофлавоноидов и полифенолов, которые самым благоприятным образом сказываются и на работе печени, и на работе сердечно-сосудистой системы. И чем больше этих овощей вы включаете в свой рацион, тем будет лучше для ваших зубов и для организма в целом. Также ко 2 месту можно отнести еще 3 овоща. Это свекла, морковь и тыква. В этом случае стоит сделать акцент на том, что в сыром виде это будут максимально полезные овощи. И свекла, и морковь имеют в своем составе огромное количество бета-каротина, микроэлементы и клетчатку. Ну и самую верхнюю строчку занимают все виды крестоцветных. Это все виды капусты, это овощи зеленого и темно-зеленого цвета. Каждый вид капусты хорош тем, что он богат клетчаткой и сульфорафаном, который обладает антибактериальными и противораковыми свойствами. Также капуста богата огромным количеством витамина С и фолиевой кислоты. Для крепости ваших зубов было бы полезно включать в рацион как можно больше видов капусты. В топ-1 это брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, белокочанная капуста, кальраби. Вы видите, как много овощей можно включить в свой рацион и добиваться крепости ваших зубов, а также прочности и эластичности сосудов. Тем более, что все овощи зеленого и темно-зеленого цвета оказывают на ваш кишечник определенное благоприятное воздействие. Это значит, что они создают щелочную среду именно в кишечнике. А это основная задача, так как именно в кислой среде развиваются все грибы, вирусы и бактерии. И чем больше зеленых и темно-зеленых овощей вы употребляете, тем лучшую среду вы создаете для роста своей полезной микрофлоры, которая в дальнейшем будет снабжать ваш организм всем необходимым. Вот так все просто. Спасибо, что смотрели видео до конца.
Очень надеюсь, что рейтинг овощей был для вас полезным, и вы всегда будете помнить про капусту и про наши традиционные корнеплоды. С вами был Служаев Владимир, а вы смотрели канал про здоровые зубы, единственный канал на YouTube, где мы говорим о питании не с точки зрения похудения, а с точки зрения сохранения ваших зубов и здоровья.